Всем привет, меня зовут Лена Плотникова, я журналист и YouTube-эксперт, и я специально летела в клинику Омер Стамбул больше 12 часов из Лос-Анджелеса, чтобы, наконец, сделать себе красивую улыбку, о которой я думала очень-очень много лет. Здравствуйте, Лена, очень хорошо выглядите, очень естественные зубки у вас получились. Хотела вам задать такой вопрос, что вас подвигло на лечение зубов? Мое отражение в зеркале, мне не очень нравилось то, что у меня большая щель. И в целом я много снимаю видео в силу своей профессии. И, может быть, в реальной жизни я так не замечаю, и другие люди не замечают, когда на меня смотрят. Но видео отражает все, как мы выглядим. И я начала замечать сильно, что у меня кривые нижние зубы и верхние. И какие-то видео я даже не выкладывала из-за этого, потому что мне совершенно не нравилось. И я думала о том, что, ой, меня что, и другие люди видят вот так же. И плюс у меня была большая щель, которая была видна отовсюду. Как вы решили поехать в другую страну делать зубы? Я делала какое-то время в Лос-Анджелесе, поскольку были какие-то очень экстренные ситуации с зубами, и только за один зуб я отдала несколько тысяч долларов, что достаточно серьезные деньги только для одного зуба, и я бы в жизни не решилась потратить, вот если умножить, да, это насколько там у нас почти 30 зубов, очень большая сумма. Но мой друг был как раз в том году в Омер Стамбул и делал полностью себе весь рот. И я очень впечатлилась его до-после, и у меня был опыт смотреть на него в перспективе года, как у него вообще потом стояли зубы, все ли было хорошо. И он был лучшим подтверждением качества клиники. И он как бы смотивировал меня решиться на это. И поскольку я уже начала заниматься зубами в Лос-Анджелесе, я понимала, что я просто не смогу это закончить в США. И точно нужно будет выбирать что-то другое. И сложно выбрать из большого количества клиник, ты не знаешь, что правильно, где лучше. А когда у тебя есть пример человека, который уже точно сделал, это точно хорошее ревью, в котором я уверена на 100%. И поэтому для меня было очень легко принять решение именно этой клиники и именно в этом городе. Еще хотела узнать, как вы себя ощущали на протяжении всего лечения? Я вообще себя ощущала хорошо еще до лечения, потому что я написала огромное сообщение в клинику о своей ситуации и знала, что у меня очень мало времени в Стамбуле. Я там приехала сюда погостить просто как турист и не знала, возьмут меня или не возьмут, там всего неделя я здесь, может быть, сейчас скажут, что места нет, все, до свидания. Но мне ответили очень быстро, очень развернуто на все мои 500 вопросов, которые я задавала. Я очень дотошно спрашивала все. Меня это сразу привлекло, что я не держала себя в ожидании. И меня убедили, что да, хватит ваших дней, не переживайте, мы распределим все так, что вы успеете и город посмотреть нормально, и здесь побывать. И на каждом этапе, чуть ли не каждый день со мной связывались, все ли в силе, подтверждали там документы, просили мои зубы. Ну, то есть я была уверена и знала точно, что мне будут делать. И плюс убедились, во сколько я прилечу, куда, где я остановлюсь, чтобы меня встретить. И я тоже была уверена, что все будет в тайминге, и все так и было. То есть даже там раньше, чем, не знаю, договоренность была, на 5 минут за мной приезжали. И вот это дотошное проявление внимания ко мне как клиенту меня, конечно, очень поразило. И плюс здесь, не знаю, знаете, у меня ощущение, что это как крестная фея приехала. То есть одиноко вы себя не ощущаете? Нет, точно нет. Вот, на каждом этапе все равно кто-то подхватывает, даже если один, там, например, переводчик занят, подхватывает другой. И, в общем, не оставляют ощущения, что ты чего-то не понимаешь, не знаешь, не понимаешь, что происходит с твоими зубами, на каком-то этапе. Вот полностью картину покрывают все. Какие у вас были ощущения после того, как вы увидели себя в зеркале? Сложные, потому что я очень долго выбирала цвет. Вообще, цвет — это самый главный, мне кажется, выбор в моей жизни. Ты ошибешься с цветом, и все, считаешь, что все было зря, и вся твоя улыбка тебе не принадлежит, потому что это будет что-то другое. И это было очень волнительно, и я лежала в кресле, доктор уже видел мои зубы, переводчик уже видел мои зубы, то есть все уже знают, как я выгляжу, а я еще нет, и меня немножко трясло, потому что я думала, что я сейчас открою рот, а там будет какой-то кошмар, мало ли, я же не знаю. И я открыла, и я сначала, ты не понимаешь, ты не можешь сопоставить себя с этими зубами, и я долго очень рассматривала, вот тоже дрожь прошла. И ребята, которые тоже были в клинике, сотрудники клиники, они предложили мне сделать фотографию просто со стороны, потому что так невозможно, ты приближаешь себя, ты там на каждый миллиметр смотришь, ты так не поймешь. И когда они мне сделали фотографию, просто естественную, без какого-то ретуши, просто на мой телефон, я увидела со стороны, и все, у меня больше вопросов не было, я была точно довольна, мне уже хотелось всем делиться, всем моим друзьям отправлять, маме отправлять.
Все, после этого у меня не было никаких вопросов, волнений, и с этого момента я уже начала очень много делать фотографий сама, там, видео каких-то, и все. А сейчас я подхожу к зеркалу, и у меня полное ощущение, что это мои зубы. И что теперь для вас означает ваша улыбка? Ну, во-первых, уверенность, а во-вторых, что каждый, в том числе я, если мне что-то не нравится в моей жизни, неважно, в моем теле или в целом в моей жизни, я сама вольна это изменить, когда хочу, и это всегда будет мне на пользу, и все, что мне нужно, это решиться, что так, как было раньше, я не хочу, признать это в себе, если это действительно так, и идти и делать. Надеемся, что ваша улыбка будет служить вам долго. Спасибо большое вам. И вообще я хочу сказать спасибо большое всей команде Amer Istanbul, потому что я с ребятами нахожусь много дней, несколько часов подряд, и каждый из членов персонала ко мне относится просто как родненькие, как будто они знают меня всю жизнь, всегда спросят, что ли мне нужно, и всегда я с радостью говорю, если мне что-то нужно, я знаю, что я точно это получу. В общем, я классно провожу с ними время и на какой-то одной волне, поэтому вы здесь точно, если соберетесь в эту же клинику, будете себя чувствовать практически как в своей стране, как у себя дома.